Перед вами одна из самых знаменитых картин викторианской Англии. Возможно, что вы видите это полотно впервые в жизни, но для англичан она также привычна и известна, как для нас «Мишки косолапый» или «Девятый вал». Мы видим усталого старика, одетого в черное, который сидит, сгорбившись у стола, накрытого картой. У его ног сидит молодая девушка. Судя по возрасту и потому, как она нежно положила ладонь на руку старика, это его дочь или внучка. Девушка читает из книги большого формата, лежащей у нее на коленях. В углу комнаты справа за ее спиной стоят знамена. На стене висит парадный портрет какого-то офицера, и в окне мы видим морской пейзаж с парусником. Если вы начнете рассматривать картину подробнее, то проявятся детали. Старик на полотне не просто дряхл, он, по всей видимости, изможден, и вроде бы у него не хватает левого глаза. Тяжелая жизнь наложила отпечаток на его лицо и на всю его фигуру. Посмотрите, как упрямо сжаты его кулаки. Стол, на который он опирается, накрыт картой, и если вы присмотритесь, вы заметите, что эта карта не закончена до конца. Береговая линия обрывается на севере и растворяется в пустоте. И если вы переместите взгляд в нижний левый угол, то вы увидите прислоненные к столу другие книги, подобные тем, из которой читает девушка. Это судовые журналы. Внучка читает своему деду выдержки из его судовых журналов. Перед нами старый моряк, всю свою жизнь проведший в попытках закончить карту мира во славу Британской империи. Картина называется «Северо-западный проход» или «Это может быть сделано, и Англия должна это сделать». Картина Джона Эверетта Милли была написана в 1874 году. К этому времени Британия уже несколько столетий тщетно билась над решением проблемы, которая по сей день считается только частично решенной. И на решение этой проблемы они положили уже несчетное количество средств, кораблей и человеческих жизней. Поиск судоходного маршрута из Атлантического в Тихий океан вдоль северного побережья Канады, северо-западного морского прохода. Как вы знаете, Колумб отправился через океан на запад в поисках альтернативного пути к Индии, Китаю и островам пряностей. То, что Земля оказалась не плоской, а круглой, давало людям надежду отыскать новый короткий путь на восток, который еще не охранялся конкурентами. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что на пути в желанную Азию торчит целый континент. Большая и длинная Америка протянулась поперек всего земного шара и перегородила дорогу. Напоминаю, что никакого Панамского канала не было еще даже в мечтах. Разумеется, это никого не остановило, и начиная с 1520 года европейцы огибают обе Америки с юга и выходят в Тихий океан. И в принципе мечта добраться из Европы до Китая, не огибая Африку и не пересекая всю Евразию, была осуществлена. Вы могли доплыть из Лондона до Кантона вокруг Америки. Но, боже ты мой, как же это было далеко! Срезать через Панамский перешеек, где было самое узкое место, тоже пытались. И если вы еще не видели мое видео о Панамском канале, просто сообщу вам, что это была очень-очень плохая идея. И поэтому обогнуть Америку с севера, вдоль побережья того, что потом станет Канадой, казалось самым прямым и коротким маршрутом. Ну и что там льды? На 400 лет этот маршрут стал навязчивой идеей всей Европы. Если бы они только смогли найти проход в лабиринте северных островов, и кратчайшая дорога в Азию была бы у них в кармане, а заодно можно было бы наставить портов и факторий на побережье вдоль морского пути, торговать с индейцами и эскимосами, освоить Америку, подчинить себе Арктику. Если вы посмотрите на современную карту, сделанную благодаря спутникам и радиолокаторам, то задача кажется ясной и выполнимой.
Вот Атлантический океан, вот Тихий, да, между ними куча островов. Но вот ясно виден довольно большой и прямой пролив между ними, причем не один. Допустим, нужно было некоторое время пометаться, нащупывая этот путь и картируя местность, но после некоторого количества попыток северо-западный морской путь должен был быть найден. В чем проблема? Перефразируя Милли, это может быть сделано, и Англия должна была бы это сделать. Примерно так и представляли задачу мореплаватели и администраторы с 17 по самый 20 век, снаряжавшие корабли и отправлявшие их в путь в места, которые вскоре ласково прозовут ледяной могилой. Точно так же, как Панамский перешеек казался коротким и простым способом срезать долгую дорогу вокруг мыса Горн, северо-западный проход похоронит надежды и гордость, состояние и души многих смельчаков. Прежде чем мы начнем разбирать конкретные попытки поиска северо-западного прохода, давайте бегло разберем, почему это оказалось такой неразрешимой проблемой. Ну, во-первых, эта территория, даже если мы вычтем лед, а мы вскоре его снова прибавим, это лабиринт из островов и полуостровов с чрезвычайно изрезанной береговой линией. Когда вы не можете посмотреть на территорию сверху, со спутника или даже хотя бы с самолета, единственный способ найти правильный проход в лабиринте – это делать многократные попытки. Что, собственно говоря, европейцы и намеревались сделать. Сама необходимость многократных попыток, большинство из которых, вероятно, окончится неудачей, их не смущала. И если бы дело происходило в умеренных широтах или в тропиках, лабиринт из островов действительно не был бы проблемой. Но вся эта территория, вся, находится за полярным кругом. Полярный круг – это место, откуда начинаются полярные ночи. Средняя температура самого теплого месяца не превышает 10 градусов, что означает, там практически ничего не растет и, соответственно, практически никто не живет. Даже если летом вы не умрете от холода, то весьма вероятно будете сильно страдать от голода, если у вас нет специальных навыков находить пищу в этих чрезвычайно негостеприимных местах. Ну а зимой там будет минус 50 с сильными ветрами. Я понимаю, что люди живут за полярным кругом, и Норильск, Мурманск и Воркута уже повскакивали с мест. Дело в том, что в Евразии значительно теплее, чем в Северной Америке на тех же широтах. По нескольким причинам, которые я не буду здесь разбирать, потому что это сложный вопрос. К примеру, из-за океанских течений. Поэтому порт Мурманск не замерзает никогда. А Ном на Аляске замерзает каждую зиму, при том, что он на 5 градусов южнее. Посмотрите, как изотерма минус 10 аккуратно следует вдоль побережья России и ныряет глубоко на юг в Канаде. И это, кстати, было одной из причин, почему европейцы так браво пустились на завоевание канадской Арктики и так удивились, застряв там во льдах и обнаружив, что там нет лета. Льды, покрывающие тамошние воды, не тают полностью и летом. Течение и ветер, и сложнейшее взаимодействие разного типа льдов заставляют льдины нагромождаться живописными торосами, делающими непроходимыми как воду, так и сушу. Проходы во льдах то открываются, то внезапно закрываются полностью. Проливы, которые так очевидны для нас на картах, составленных спутниками, на деле существуют условно. Несколько лет подряд они могут оказаться полностью забиты льдами. И предсказать, будет ли пролив открыт или закрыт, практически невозможно. То есть речь идет не просто о лабиринте, а о лабиринте, который меняется у вас на глазах, а потом он меняется у вас за спиной. Вы зашли в какой-то коридор, и он может за вами захлопнуться, после чего вы оказываетесь в ловушке и практически беззащитными перед силами природы, которые на этих широтах гораздо-гораздо мощнее человеческих способностей выживать.
Еще раз повторю, что местные жители развили исключительные способности выживания в этих условиях. Но европейцы, которые пришли сюда, даже те из них, которые будут считать себя опытными путешественниками, закаленными бойцами, быстро осознают, насколько они недооценивали Арктику. И если всего этого было бы недостаточно, в тех краях находится магнитный полюс Земли, который не стоит на месте, а постоянно сдвигается непредсказуемым образом. В ядре Земли плещутся тонны расплавленного металла, создающие магнитные потоки. И магнитный полюс постоянно сползает. То есть единственная ваша нить Ариадны в этом лабиринте прыгает, как лазерная точка перед котом. Никакой волшебный лес из сказок с цепляющимися корнями оживающих по ночам деревьев и призраками, аукающими из тумана, не сравнится с этими краями по опасности и запутанности, сводящей с ума. И все это в ситуации жесткого цейтнота, поскольку никто, даже самые амбициозные безумные моряки, не пытались путешествовать там зимой, а лето короткое, что означает, вам некогда ошибаться. Если зима застанет вас на полпути, пиши пропало. Эскимосы знают, как строить иглу, находить растопку для огня в снегах и бить тюленей. Но вы-то откуда, уважаемый? Из Диваншира? Из Венеции? Из Португалии? Куда вы суетесь, сударь? Побойтесь Бога. Люди плавали по северным водам Канады с незапамятных времен. Со времен викингов, если быть точнее. И им удавалось заплыть так далеко на запад и на север, как позволяли им их везучесть и возможности их кораблей. Но первой сознательной зарегистрированной попыткой найти северо-западный проход была экспедиция Джона Каббота 1497 года. Этот венецианец, спонсированный английской короной, был первым европейцем после викингов, добравшимся до Северной Америки. Колумб за несколько лет до него добрался до островов Центральной. Каббот вроде бы коснулся Ньюфаундленда. Его сын Себастьян, возможно, обогнул север Лабрадора, но это не точно. Это только самый порог северо-западного прохода. Двое братьев Кастериаль, португальцев, попытались сунуться глубже в Лабрадор, но сгинули оба, один за другим. Третий брат попытался было организовать спасательную экспедицию, но португальский король его не пустил, решив, что он уже потерял достаточно людей и кораблей. Английский пират Мартин Фробишер трижды совершил путешествие в те земли и добрался до восточной оконечности Баффиновой земли. Он привез оттуда на родину 180 тонн интересной руды с золотистыми вкраплениями. Он был уверен, что это золото, но это оказалось банальным никчемным пиритом. Фробишер также заложил канон классических арктических приключений, обязательно включавших в себя цингу, голод, стычки с инуитами, похищение местных, которых европейцы тащили с собой назад домой, чтобы показывать там за деньги, а также с большой проблемой контролировать собственный экипаж, который пытался взбунтоваться и покинуть капитана, когда их корабль застревал во льдах. Практически все арктические исследователи будут впоследствии сталкиваться с теми же проблемами. Французы долгое время тешили себя надеждой, что морской путь из Атлантики в Тихий океан пролегает гораздо южнее, в гораздо более приятных и цивилизованных местах. Жак Картье в 1535-м далеко прошел вверх по реке Святого Лаврентия, где его в конце концов остановили пороги. Но он был уверен, что он практически добрался до Тихого океана, и он назвал эту территорию Лашин, Китай. И до сих пор Лашин является районом Монреаля. Все эти ранние экспедиции еще не были провалами, даже если они завершались печально. Это были этапы постепенного изучения всего региона. Но потом началась эпоха маниакальной одержимости. Дальше начинается 17 век и эпоха людей, чьи имена носят крупные географические объекты.
острова, проливы и заливы. Генри Хадсон, Гудзон в традиционном русском произношении, спонсированный сначала московской, а потом остинской компаниями, пытался найти для англичан кратчайший северный путь в Китай, сначала остроумно метнувшись на восток, потому что в то время была еще шальная идея, что можно доплыть до Китая в обход России. Но там его остановили льды. Тогда он повернул на запад. И в конце концов добрался до огромного залива, который мы сейчас называем его именем. Как и многие мореплаватели до и после него, Хадсон совершит ошибку, решив зазимовать на самом юге найденного им водного бассейна. Именно там его корабль оказывается затерт во льдах. Потому что в Арктике ваша широта является только одним из параметров, насколько крепки и как обильны будут льды. И более южные проливы могут оказаться заперты льдом, потому что они мельче. Все кончилось тем, что взбунтовавшаяся команда высадила Хадсона вместе с его сыном и несколькими верными членами экипажа на маленькую лодку и отправила их плыть самостоятельно по воле волн. Больше их никто никогда не видел. Уильям Баффин – человек, море и огромный остров. В команде капитана Байлота, одного из бунтовщиков команды Хадсона. Исследует эти территории в 1616 году. Им удастся добраться до того места, которое сейчас называют проливом Ланкастера. Но пролив был закрыт льдом, и они вернулись домой с неутешительной вестью. Пути на запад нет, все заперто льдами. На 200 лет англичане прекратят попытки прорваться из Атлантики в Тихий океан. Скандинавы и французы сделают несколько рывков, но измученные цингой, голодом и холодом, с трудом и не все вернутся по домам. Но в следующем веке некоторый прогресс был достигнут в исследовании западных пределов воображаемого прохода. В 1728 году Витус Беринг, русский морской офицер датского происхождения, убедится, что Евразия и Америка являются отдельными континентальными массивами, разделенными проливом его имени. Он открывает западную дверь в северо-западный проход. В 1774 британский парламент объявил гигантский приз тому, кто найдет проклятый проход – 20 тысяч фунтов стерлингов. ChatGPT посчитал, что это порядка 9,5 миллионов современных долларов. Я не могу поверить. Если среди вас есть специалисты, пожалуйста, подтвердите или опровергните. Но, с другой стороны, эта сумма должна была покрыть ваши расходы на экспедицию, так что... Капитаны Кук и Ванкувер попытаются пройти северо-западный проход в обратную сторону из Тихого океана в Атлантический, но тоже не добьются никаких успехов. Не считая того, что они очень хорошо нанесли на карту западное побережье Северной Америки. Они также убедились в том, что никаких шансов найти северо-западный проход к югу от Берингового пролива не существует. Вся надежда была на проход через лабиринт арктических льдов. В первой половине XIX века упорные англичане сделают значительный прорыв в исследовании северо-западного прохода со стороны Атлантики. Дальше всего удалось пробраться капитану Уильяму Перри. Этот морской волк, с 13 лет служивший на флоте и значительную часть своей карьеры проведший в северных широтах, прошел, наконец, через пролив Ланкастер, перед которым поворачивало до него несколько английских экспедиций, и зазимовал в глубине архипелага. 3 месяца царила полная темнота, а в новом году температура упала до минус 54. Тем не менее, команда не падала духом, моряки занимались физкультурой, офицеры ставили пьесы и выпускали газету. Перри привез с собой семена горчицы и крест салата и посадил их в своей каюте, так он боролся с цингой. Они вернулись домой через год, потеряв всего одного человека и достигнув самой западной точки северо-западного прохода на тот момент. Весь этот прямой водоходный маршрут от пролива Ланкастер до пролива Маклёра называют сейчас каналом Перри. Перри вернулся в 1820 году героем.
Чувствую, что это видео получается очень длинным, поэтому я опущу несколько важных экспедиций в те края, которые позволили создать более-менее точную карту островов архипелага. Настроение в Великобритании царило такое, что северо-западный проход практически открыт. Оставалось всего ничего, может быть, от силы 500 миль разделяют его разведанную атлантическую часть от разведанной тихоокеанской. Требовался последний решительный рывок, последняя завершающая экспедиция. Престарелый глава Адмиралтейства начинает искать достойного капитана, чтобы сделать этот победный рывок и забить британский флаг в глаз Арктики. Вся эта экспедиция выглядела как торжественный парад во славу цивилизации, а для капитана как прямая дорога ко всемирной славе. Это был как бы наградной маршрут. И сначала эту честь предложили самому Перри, который этого, безусловно, заслужил. Но он был уже пожилым человеком и деликатно ответил, что он сыт по горло Арктикой и хочет оставаться дома. Второй претендент тоже отказался, третий и четвертый не понравились Адмиралтейству по соображениям скорее политическим. И в результате во главе экспедиции встал человек-компромисс. У меня язык не повернется назвать сэра Джона Франклина прямо уж неквалифицированным. Он был опытным моряком, 59 лет, с 17 лет в море. Это была его 4-я экспедиция в высокие широты. Он также со всей очевидностью был добросовестным и гуманным человеком. После Трафальгарского сражения он фактически становится пацифистом. Открыто религиозный, добрый и заботливый по отношению к своей команде. Тем не менее, ряд проектов под его лидерством оказались только что не катастрофическими. В предыдущей экспедиции к Гудзонову заливу Франклин потерял 11 из 20 человек команды. Большинство умерло от голода, но было также по крайней мере одно убийство. Выжившие были вынуждены есть лишайник и даже пытались съесть свою кожаную обувь. Это принесло Франклину прозвище «человек, который съел свои сапоги». В последние годы он был губернатором Тасмании, и это был полный провал. Бескультурники, возможно, помнят, как Франклины удочерили там местную девочку в красном платье, и как печально это кончилось для нее. И все, что Франклины делали в Тасмании, все было так. Они начинали с самыми гуманными и добрыми мотивами, при этом совершенно не разбираясь в местных реалиях, и все усилия в результате ни к чему хорошему не вели. Короче, Франклин в глазах многих современников был специалистом по благим намерениям и дорогам в ад, и его репутация была сильно подпорчена. И поэтому его жена, леди Джейн, женщина исключительно амбициозная и энергичная, почти что вытолкала Франклина в эту экспедицию. Она не только лично принимала активное участие в подготовке, но и почти наверняка использовала свои светские связи, чтобы кандидатура Франклина вообще рассматривалась Адмиралтейством. То есть капитан был сомнительный, но все остальное было на славу. Корабли, 2 военных судна, укрепленные и переоснащенные для плавания во льдах, уже недавно сделали успешный поход к Антарктиде, где прекрасно себя зарекомендовали. Террор и Эребус, страх и мрак. Это были гибридные суда, парусники, снабженные паровыми машинами, снятыми с паровозов, и с новейшей отопительной системой. В трюмы заложили провизии на 3 года, на 5, если экономить. Но планировалось, что они уходят на 2 года. Они рассчитывали на зимовку и были отлично к ней подготовлены. Одних книг леди Франклин загрузила на корабли больше 1000 томов, потому что скука полярной ночью убивает здоровье быстрее, чем холод. Она также принесла на борт обезьянку Жако для увеселения команды. Никто не сомневался, что к 1847 году Террор и Ребус с победой вернутся домой, и северо-западный проход будет полностью открыт. Экспедиция отправилась в путь 19 мая 1845 года. В
последний раз Террор и Эребус видели китобои у острова Баффин в июле 1845-го. И это все. Они так и не вернулись. Ни в 1847, ни в 1848, никогда. Арктика всосала их и растворила в себе. Адмиралтейство, в принципе, было готово спокойно ждать их 3 года. Но леди Франклин по истечении 47-го поставила на уши всех. Она вообще была характера незаурядного, очень активная, темпераментная и уверенная в себе женщина, искренне привязанная к мужу. Несмотря на то, что в свое время отказывалась носить обручальное кольцо, потому что это первое звено брачных цепей, закабаляющих женщин. И когда экспедиция исчезла, леди Джейн бросила всю свою колоссальную энергию на то, чтобы синициировать поиски ее мужа и его товарищей. И несмотря на то, что опытные люди говорили, что волноваться не из-за чего, что экспедиция отлично оснащена, а вероятность задержки высока, и умение терпеливо пережидать погоду – это одно из важнейших качеств полярного исследователя, она добилась того, что в начале 1848-го были отправлены первые поисково-спасательные партии. А Адмиралтейство объявило вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов стерлингов любой команде или командам любой страны, которые окажут помощь экипажам кораблей под командованием сэра Джона Франклина. Поиски велись как по суше, так и по морю, как с атлантической, так и с тихоокеанской стороны, как профессионалами, так и охотниками за деньгами. Быстро выяснилось, что ледовая обстановка в те годы была очень тяжелой. Корабль Джеймса Кларка Росса уперся в непроходимые льды. Макклур был затерт во льдах и сам еле унес ноги. Леди Франклин лично спонсировала 7 экспедиций, практически разорилась и рассорилась со всей семьей. Она писала умоляющие письма о помощи не только своему премьер-министру, но и также российскому царю, президенту США и императору Франции. К 1850 году это был уже многонациональный крестовый поход, и по Арктике блуждало в поисках Франклина 11 кораблей. По прикидкам, не менее 200 человек погибли, разыскивая экспедицию Франклина, состоявшую из 124 человек. Но, честно говоря, в 50-е годы поиски экспедиции Франклина были уже не для спасения выживших, на это надежды практически не было, а для решения загадки их исчезновения. Экспедиция должна была стать торжеством цивилизации над силами природы. А природа не просто победила, она даже не удостоила людей ответом. Это был обиднейший щелчок по носу гордой Британии. Неизвестность сводила с ума, но когда появились первые отрывочные сведения о том, что могло случиться, весь мир погрузился в шок. Кусочки правды, которые удалось отыскать, раскопать и выменить у инуитов, были такими кошмарными, что ни Джейн Франклин, ни Адмиралтейство, ни Англия не готовы были это принять. Вот как сложились кусочки мозаики. В сентябре 1846 года корабли были затерты во льдах недалеко от острова Кинвилли и успешно перезимовали первую зиму. Но на следующее лето проходы во льдах не открылись. С лета следующего года капитаном становится Фрэнсис Кразье. Франклин, видимо, умер от неизвестных причин наряду с несколькими другими членами экипажа. Вскоре живые позавидуют мертвым. Вторая зима оказалась несравненно более тяжелой. Несмотря на всю подготовку, начались болезни. Цинга и что-то еще, возможно, отравление некачественными консервами или свинцом в питьевой воде. Отправленные во все стороны поисковые партии не находили открытой воды нигде. Было очень холодно, ни живой души вокруг, и подавляющее большинство членов экспедиции не испытывали ничего подобного в своей жизни. Весной 1848-го оставшиеся в живых 105 человек нагрузили спасательные шлюпки как сани
покинули корабли и направились на юг, волоча за собой все свое имущество, в сторону материка, рек и торговых постов Гудзонской торговой компании. Кочующие в тех местах инуиты будут встречать все уменьшающуюся группу белых людей, изможденных, больных, едва способных идти. Большинство умрут, не добравшись до Большой Земли. Остальные в сотни милях от ближайшего жилья. В 1854 году путешественник Джон Рэй, занимаясь поисковыми исследованиями для Гудзонской компании, встретил инуита, который рассказал ему о белых людях, умерших от голода в устье реки Бак. Другие эскимосы показали Рэю множество вещей, которые были идентифицированы как принадлежавшие Франклину и его людям. Рэй выкупил у них несколько вилок и серебряных ножей, металлические пуговицы с форменных кителей. В июле 1854 года Джон Рэй отправил сообщение секретарю Адмиралтейства, в котором говорилось: «Сэр, имею честь упомянуть для сведения моих лордов-комиссаров Адмиралтейства, что во время моего путешествия этой весной я встретился с эскимосами в заливе Пели, от одного из которых я узнал, что группа белых людей погибла от недостатка пищи к западу, недалеко от большой реки, содержавшей множество водопадов и порогов. Впоследствии были получены дополнительные сведения и приобретено несколько предметов, которые проливают свет на судьбу части, если не всех, выживших из потерянной партии сэра Джона Франклина. Судьбу ужасную, насколько может представить себе воображение». 4 зимы назад группа белых людей, насчитывавшая около 40 человек, была замечена путешествующей на юг по льду и тянущей за собой лодку эскимосами, которые охотились на тюленей около северного берега острова Кингвилля. Никто из группы не мог внятно говорить на языке эскимосов, но по знакам туземцы поняли, что их корабли были раздавлены льдом, и что теперь они направляются туда, где они ожидали найти оленей для охоты. По внешнему виду людей было ясно, что у них не хватает провизии, и они купили у туземцев маленького тюленя. Позднее, в тот же сезон, но до вскрытия льда, на континенте были обнаружены тела около 30 человек. Некоторые тела были захоронены, вероятно, первых жертв голода. Некоторые находились в палатках, другие под лодкой, которую перевернули, чтобы создать укрытие, а несколько лежали разбросанными в разных направлениях. Изуродованное состояние многих трупов и содержимое котлов свидетельствует о том, что наши несчастные соотечественники были вынуждены прибегнуть к последнему средству – каннибализму, как средству продления существования. Джон Рэй, командование арктической экспедиции компании Гудзонова залива. Рэй писал свой отчет исключительно для Адмиралтейства, но он попал в печать. И когда Рэй вернулся в Англию, его там чуть не растерзали. Люди были в шоке и ярости. Они не просто отказывались верить. Они обвиняли инуитов в нападении на членов команды Франклина и их гибели. Потому что любому цивилизованному человеку было ясно, что только дикари могут быть каннибалами, а никак не англичане. Чарльз Диккенс, личный друг леди Джейн Франклин, разразился несколькими гневными и безукоризненно расистскими статьями, где писал: «Невозможно составить оценку характера любой расы дикарей по их почтительному поведению по отношению к белому человеку, пока он силен. Мы считаем, что каждый дикарь в душе алчен, коварен и жесток, и нам еще предстоит узнать, что белый человек, потерянный, беспомощный, без корабля, очевидно забытый своей расой, явно голодающий, слабый, замерзший, беспомощный и умирающий, знает о кротости натуры эскимосов». А надо заметить, что тогда среди горя, отчаяния и скандалов произошло событие, которое до какой-то степени смогло поставить точку в британской одержимости северо-западным проходом. После того, как одна из экспедиций по поиску Франклина под командованием Роберта Маклюра вошла в проход со стороны Тихого океана и была там на 2 года зажата во льдах, Маклюр и его команда, которые к тому времени сами умирали от голода, были в конце концов спасены.
людьми, которые прибыли на санях по льду с корабля экспедиции сэра Эдварда Белчера, искавшей Франклина с атлантической стороны. И в результате Маклур и его команда стали первыми людьми, которые прошли северо-западный проход целиком, на корабле, а потом на санях по льду. Они вернулись в Англию в 1854 году на одном из кораблей Белчера. Маклур был посвящен в рыцари, он и его команда также разделили 10 тысяч фунтов стерлингов, присужденных им британским парламентом. Было решено, что 20 они все же не заслуживают. Так вот, возвращаясь к картине, с которой мы начали. Некоторые искусствоведы считают, что на полотне Милли изображен один из членов команды Маклюра на пенсии. В тот момент Британия снаряжала очередную арктическую экспедицию. Она должна была отправиться к Северному полюсу. И люди опять ожидали побед и свершений, но тяжесть разгрома предыдущих экспедиций все еще давила на плечи. Однако такие люди, как этот старый моряк, отказывались сдаваться, отказывались быть морально побеждены. Они считали, что Англия способна на любые подвиги и свершения, несмотря ни на что. И однако, в честь первого полного пересечения северо-западного прохода по воде будет принадлежать не англичанину. Первый, кто полностью прошел северо-западный морской проход исключительно на корабле, был норвежец Руаль Амундсен. Он мог бы пройти его за год, но он решил остановиться на зимовку, и потом еще на одну, чтобы выполнить научную программу. Он никуда не торопился, его не ждал денежный приз, его экспедиция стала в организационном смысле полной противоположностью экспедиции Франклина. Вместо больших бронированных кораблей он выбрал легкое рыбачье судно с малой осадкой, и в его команде было всего 6 человек. Он не собирался тащить с собой провизии на 5 лет. Он рассчитывал жить охотой и рыбалкой, а для этого он намеревался использовать опыт местных. Когда его экспедиция зимовала, на том же острове Кинг-Уильям, где пропала экспедиция Франклина, вокруг них образовалась целая эскимосская деревня. Норвежцы выучили язык инуитов, подружились с ними, они обменивались информацией, опытом, вещами, едой. У них бывали конфликты, но в целом в течение 2 лет это был продуктивный союз, который позволил белым людям выжить в Арктике и преуспеть. Они одевались в одежду из оленьих шкур, они научились делать санки, которые проходили по любым льдам в любую погоду. Они охотились на тюленей и моржей. А также они снимали показания о нахождении Северного магнитного полюса и доказали, что он движется, и показали как. Завершив северо-западный проход в 1906 году, Амундсен пробежал на лыжах 800 километров до города Игл в Аляске, откуда он отправил телеграмму, сообщающую о его победе. Точнее, сначала он отбил телеграмму брату, сообщая, что жив-здоров, а потом уже королю Норвегии, новой страны. Отплывал-то он еще из Соединенного Шведско-Норвежского королевства. И после Амундсена весь 20 век северо-западный проход оставался не то чтобы совершенно непроходимым, но практически экономически бессмысленным. Во-первых, был построен Панамский канал. А во-вторых, Амундсен смог пройти северо-западный проход исключительно благодаря маленькой осадке своей лодки. Никакое серьезное грузовое судно не смогло бы пройти по тем мелким проливам. Но в 21 веке ситуация изменилась. Похоже на то, что мы теперь можем проходить северо-западный путь, потому что всемирное потепление уменьшает толщину льдов. Арктический морской ледовый покров уменьшился почти на 50% за последние 40 лет. Глобальное потепление, господа. С одной стороны, Панамский канал пересыхает, но зато появилась возможность регулярной навигации по северо-западному пути. Как в анекдоте про кота Шрёдингера. «Боже мой, какой-то псих запихивает меня в коробку!» Ну, зато это довольно уютная коробка.
На прощание хочу только обратить ваше внимание, что цель нельзя достичь, просто увеличивая количество попыток. Не всего можно добиться грубой силой. Нужно учиться на своих и чужих неудачах, делать выводы и забыть про гордость, когда вы вступаете в противодействие природе. Как говорила агент Дана Скали, уважайте природу, потому что природа не имеет никакого уважения к вам. Одевайтесь как следует, отправляясь зимой в лес, и не будьте героями. Вперед на лыжи, но безопасность важнее всего. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго и до новых встреч! Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!